Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас, ну и обо всем другом тоже, да, как обычно. Вы уже знаете, кто со мной. Не первый день, в общем. Называю расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас, но хочется чего-то большего, да, еще поспрашивать, чтобы карты ответили, именно для вас тоже что-то сказали, как правильно поступать, допустим, что сделать, либо о чем думать. Паж кубков и девятка жезлов, ну, здесь идет разрешение какого-то неожиданного вопроса, выход из каких-то тяжелых пониманий и какой-то подарок ждите в свою жизнь. Интересный подарок, кстати. Так, думайте о мужчине, проговорите его имя. Посмотрим сейчас, кто пришел на расклад. О, 13-й аркан, первая карта. Что сказать? Мужчина знает себе цену и всегда знал себе цену. Мужчина очень сильно уставший. Он чувствует, что он что-то не успел. Он чувствует, что придет момент, когда он будет очень сильно переживать, что он что-то не доделал даже, что он что-то не изменил. Но не на сегодняшний день. Знаете, когда он засыпает, у него что-то либо со сном действительно, сон плохой, или часто просыпается, или слишком много мыслей, которые не дают уснуть нормально. Либо у него есть именно что-то весомое в голове, которое как пружинка бьет его, которая раз и вот так. Что-то есть. Знаете, он очень часто думает перед сном о вопросах, которые его мучают, о людях. И поэтому он может либо отвлекаться перед сном, телевизор включать, там, не знаю, в телефоне сидеть, лишь бы что-то, вот, чтобы захотеть спать и уснуть. Либо, опять же скажу, да, расклад общий, не для всех, но он может выпивать, чтобы реально уснуть. Либо, может, даже какие-то таблетки пьет, чтобы уснуть. Может быть, валерьянку даже поет. Песни поет, может быть. Пьет валерьянку, может быть. Ну, что-то вроде этого. Что-то есть такое. На сегодня вот так выходит. Я чувствую эту энергию. Мужчина... Ну, возраст у него еще есть куча времени жить. Но он чувствует себя почему-то уставшим настолько, что как будто он старик. Мужчина очень кричит на каких-то людей, которые постоянно рядом. Постоянно кто? Может, мама, может, папа, может, сестра, брат. Почему-то он с ними постоянно вроде как хорошо, и в то же время может за что-то зацепиться и накричать. А почему? Потому что он на пределе. Не из-за них, возможно, даже, а из-за того, что сам недополучил. У него закрытая дорога, он куда-то не может поехать. Он хочет попутешествовать и ждет времени, что придет время, и он это сможет сделать. Но почему-то, опять же, не сейчас. Если сейчас он куда-то едет, то, ну, так, не туда, куда хотел бы. Не туда, куда хотел бы. А знаете, его любимый цвет розовый.
Серьезно. Розовый, малиновый такой, не знаю, ну, красный может быть, но больше как розовый. Хотя, если он таких правил мужских, да, что как это розовый цвет у мужчины должен быть, он будет это скрывать. Он будет это скрывать и одежду не покупать. Если он других правил воспитания, да, понятий каких-то, то у него есть розовая рубашка, либо розовая футболка, что-то в этих тонах. И есть. Он любит этот цвет. Я говорю, он может скрывать, потому что боится. Но если у него этого страха нет, то вы, может быть, его видели или увидите в чем-то розовом. Есть такое. Это его мысли на сегодняшний день. У него они сбиты, у него они разные. Одна, потом вдруг другое совсем что-то. И вот сейчас даже об этом розовом пришло через карты. Через карты. А вот по поводу сна, по поводу ночного чего-то. Слушайте, так он хотел ночное, он как смотрит туда. Восьмерка кубков это как ушел и развернуться. Позвонить вам хотел. Как рыцарь на белом коне. Ну и рыцарь мечей, чем все закончилось. Он хотел вам позвонить. Ну, не знаю, вот предыдущим вечером. Ночным звонком хотел вас потревожить. Да, он этого хотел. Даже если вы уже много лет не вместе. Даже так. Просто у него это было в голове. Почему? А почему он это хотел? Потому что у него что-то в голове по поводу вас. То ли ему кто-то рассказал, что у вас там в жизни происходит, что, может быть, кто-то сказал, с кем вы встречаетесь, либо живете. Может быть, еще что-то ему рассказали. И у него вот это все одно за другое, он реально хотел вам позвонить ночью этой. Может быть, пытался набрать и скидывал. Может быть, пытался написать и стирал. Может, даже у вас в каких-то этих сообщениях вроде как кто-то пытался вам позвонить было. Ну, как будто как будто это от него, он как через Луну, он хотел с вами связаться, это как телефонный звонок. Но он не смог. Он хотел сказать, что узнать у вас, скорее всего, здесь по рыцарю кубков, узнать у вас, как у вас, что у вас, а с кем ты, потому что ему хочется быть с вами, и чтобы вы были одиноки. Эх, какой ты мужчина. А почему ты хочешь, чтобы девушка была одинока? Потому что вы для него императрица, потому что он в вас видит свою женщину. До сих пор. Ну, карта так, вот от него вот такой посыл. Это его мысли, это его чувства. Это что получается? Ты хочешь девушку, которая сейчас смотрит женщину, да, чтобы она была как мама? Ну, не совсем, конечно же. Ну, что-то вот, как будто вот вы мама, ну, может быть, вы хорошая, он это знает, мама для своих детей. Ну, либо он хотел как маму, чтобы вы как мама его любили, заботились. Но не совсем, естественно. По карте башня он сейчас многое обдумывает. Он хочет многое разрушить и построить заново с вами отношения, немножко другими, чтобы они были. Ну вот он так сейчас говорит. А ты сделал больно? Восьмерка жезлов очень быстро, неожиданно и непонятно. Он сделал больно, он ушел. Семерка пентаклей, он ждал от вас каких-то поступков, чтобы вы его возвращали, чтобы вы типа на коленях, что ли, у него стояли либо перед ним, либо чтобы вы ему написали. Он ждет. Это карта ожидания. Вот. А это как восьмерка жезлов, ну, новости от вас, и чтобы вы приходили, чтобы вы уже давно как-то на связи были заново.
Ты чувствуешь, что ты виноват или все-таки нет? 7 жезлов. Я не виноват, говорит. Мне это сделали. Меня обманули, меня подставили, меня увели, меня, не знаю, заставили или убедили, влюбили в себя. Что-то такое здесь идет. Здесь маг и 7 жезлов. 7 жезлов — это как будто бы над ним он защищался, вроде бы такой вот весь, да, он правильный, но его вот как обманули и увели по магии, может быть, такое говорит. Может быть, время было не то, может быть, я не так понял, потому что у меня воспитание было другое, а надо было по-другому тебя видеть. Ну вот как-то так. Он не считает, вот в этом раскладе сегодня, во всяком случае, да, может быть, он завтра будет говорить: о, я точно был неправ. Но сейчас он говорит: да, где-то я был неправ, но почему ты ко мне не пришла и не стала писать? Я бы, может быть, и вернулся бы к тебе через время. А вам это надо было, чтобы он возвращался? 6 кубков. Вы плакали, вам тяжело было, больно по этой карте. Но по 6 кубков, да, хотелось бы, чтобы все вернулось, но вернулось по-другому. Как прежде уже ваше мнение, как прежде уже не будет. Просто не получится. И если хочется, чтобы действительно вот вам, да, чтобы что-то вернулось, то уже чтобы оно было, ну, реально по-другому. Ну, по 6 кубков так. Вы тоже хотите защиту. Вы тоже хотите сильного мужчину. Вы тоже чувствуете себя ребенком иногда. Хотя вы сильный человек. Ну, такое в начале. Тут видите как? Колесница, дороги открытые. Мужчина хочет с подарками прийти. Вот этот, который сейчас пришел, он хочет с подарками прийти. Но по высшим силам, вот советы, он не видит открытия. Да? Он держит подарок в руке, да, но как будто как маленький, опять же, ребенок с ноги на ногу, но и в то же время хочет что-то решить, разрешить и исправить. Он очень хочет, чтобы вы были одна. Почему? Чтобы вы были одна всегда. Ну как это? Так с ней будет другой мужчина. Да еще и страстный мужчина, да еще и интересный, лучше меня. Король же, кстати, либо есть уже около вас такой человек, король жезлов, либо скоро появится. Ну потому что вы вот такой судьбы. И он это знает, мужчина, который сейчас пришел на расклад. Он это знает, что вы одна, может быть, будете какое-то время, но не всегда. Он это чувствует тоже. Потому что он наконец-то вас начал рассматривать с другой стороны. Не так, как было, когда вы были вместе. А когда вы только встретились, какие у тебя чувства были? Девушки, которые, ну, фартовые, колесо фортуны. Он чувствовал, что вы судьба его. Кто ж тебе все испортил? Женщина. Королева. Женщина все испортила. А он чувствовал, что вы его судьба. Ну и что сейчас? Вот после всего, вот 3-я карта. Но вопрос. 4 кубков, а теперь я не знаю, что делать. Ну, это как бы здесь нарисована девушка, но 4 кубков — это без разницы. Это просто состояние отрешенности какой-то, да, состояние уныния. Вроде бы судьба дает смысл жизни, дает шанс, а он пролистывает все, он не успевает усмотреть то, что действительно ему надо. Ему кто-то капает на мозги, либо мама, либо кто-то еще. Почему мама с тобой так? Потому что ей без тебя тяжело. Я даже мужчине уже говорю, я уже с мужчиной разговариваю, как будто бы он меня сейчас и спрашивает. Ему тяжело, женщине, его маме всегда было тяжело, и она хотела, чтобы вот сын
ее сын, да, всегда оставался при ней. И если будет таки невестка, может, она и есть, но, говорю, расклад общий, не обязательно, то чтобы она тоже ей типа подчинялась. Была такая вот спокойная, такая унылая, такая вот сделай, прибеги, убеги, не знаю, что еще, но вот такое. Она всю жизнь, в принципе, тянула какой-то груз на себе. Было такое, что она считала себя слишком переутомленной и уставшей. И вот она хотела, видимо, сбросить это с помощью сына и невестки. Но не получилось, потому что как бы у каждого своя жизнь, у каждого своя фортуна и свой путь. Не поняла она этого. Это мама. Но, может быть, если не мама, значит, кто-то еще другой, вот другая женщина влезла в его жизнь, и тоже со своими какими-то интересами. Мужчина пришел сюда, да, как будто бы я уже и с ним разговариваю. Да, аж немножко запутала свое повествование я, да, как-то так. Давайте смотреть про него. Да, интересный ты человек. Ну, что ты сейчас делаешь, вот сейчас? Девятка жезлов решает какие-то свои вопросы, проблемы. Ой, как он любви хочет, как же он хочет любви. Слушайте, он сейчас может, кстати, находиться, либо он был сегодня, допустим, сейчас вечер, да, либо сейчас, ну, смотря какое время дня, время суток, да. Он либо себе, вот у него в голове это, либо он собирается, либо уже был там, либо он там находится, в каких-то местах, где он просит у высших сил в то, во что верит, любовь в свою жизнь. Я, говорит, хочу выйти из этих тяжестей и сложностей своей жизни. Я хочу заново начать многое. Я хочу, чтобы у меня исправилось то, что у меня болит. И высшие силы он просит, чтобы любовь в его жизни была и в его сердце, и к нему. Потому что нет любви обоюдной в его жизни сейчас. Вот может даже и сейчас он там находится, где высшие силы. Ну, может быть, в каких-то сильных местах, да, может быть, в церкви, монастыре, может быть, еще где-то, в других местах. Смотря какой он веры, но он в это верит. Он верит и просит. Он верит и просит в свое. Либо он был уже, или будет и обдумывает это. Но это в его голове. А ты о своих друзьях, о своих каких-то действиях часто думаешь? 13-й аркан многое хочет поменять. В какую сторону? Правосудие, чаша весов. Ну, смотрите, он был одним человеком, сейчас хочет стать другим, кстати. Он понял, что он многое делал не так по вот этим картам. Если он раньше был только с друзьями, только там в каких-то делах, только в разъездах, может быть, или уходах из дома, или ну, постоянно в чем-то, но не с, допустим, с вами, не с детьми, да, то он хочет это все изменить по 13-му аркану. Он понял, что чаша весов переполнена. То, что он делал, ну, он делал. Это было по юности, может быть, по молодости, да, и смотря сколько ему сейчас лет. Вот. Но сейчас он хочет действительно по 7 кубков выбрать то, что ему действительно сейчас нравится. Он хочет дом, уют, он хочет какого-то... Ну, действительно, чтобы домой приходить, и был уют, запах, тот, который его будет успокаивать. Может быть, борща, допустим, да, может быть, запах пирожков каких-то, может быть, запах, ваш запах. Может быть, он ваш запах помнит до сих пор, и поэтому очень хочет прийти домой и почувствовать ваш запах, там, где будет уютно заново. Вот так. Дальше. У тебя есть чувство вины реальное? Вот чувство вины. Опять девятка жезлов.
Есть, но он откидывает. Он пытается из этого выйти. Он не хочет это брать в голову, потому что оно еще сильнее его разбивает. Есть, но он старается это откинуть. Может даже в каких-то вопросах перевешать, не знаю, там, скинуть на кого-то другого. Да, есть такое тоже у него. Что тебя волнует? Деньги. 2 королевы выходят. И 5 жезлов — это как ссора, драка и надежда исправить. Что его волнует, тревожит? Вы, потому что он хочет быть с вами. Вы королева жезлов. Я вас вижу здесь по этому вопросу именно такой, с его подачи. А вот королева пентаклей — это какая-то другая женщина. Девочка, может быть, дочка, допустим, волнует, тревожит. Может быть, какая-то женщина, с которой он делает какой-то проект. Может быть, опять же, из родни кто-то, да? Но здесь идет вопрос о денежках. О денежках, о работе, о каких-то новых планах, проектах, из которых он должен выйти с хорошей суммой денег. Он должен что-то заплатить или что-то оплатить для этой женщины. Может быть, врачей, может быть, еще что-то. Может быть, учебу. Ну, что-то такое. Да, это его тоже волнует, тревожит. Он хочет наконец-то успокоиться от вечных проблем, которые по 5 жезлов просто бьются об него. Просто бьются. Как будто проблема, люди проблемные вокруг. Вот такое. И вас не хватает. Угу. Чувства к девушке, которая смотрит. 10 пентаклей, с тобой стабильно. 5 кубков. Душа плачет, потому что мы не вместе сейчас на сегодня. Рыцарь кубков. Хочу к тебе. Очень хочу. Ну и 7 жезлов. Хочу принять правильное решение, чтобы никто больше не лез в мою жизнь. Хотя таких до сих пор хватает, кто лезет в его жизнь. Так, ну что-то такое скрытное. Есть тайна какая-то или что-то такое, что ты не рассказываешь? Да, у него есть план по поводу какой-то дороги, где он действительно, он очень хочет эту дорогу. Он либо поехать куда-то хочет, обдумывает, либо что-то действительно, как помириться с вами хочет. Он хочет к вам домой прийти. Он и видит ваш дом. Хочет поехать с подарком, наладить отношения по тузу кубков. Естественно, вот эти 2, 8 мечей и 9 мечей. Здесь сильные переживания, что этого никогда не будет, чтобы быть с вами. Но и в то же время есть мысли, а вдруг получится. А вдруг все-таки получится. Так что если действительно вы его примете, и он это чувствует, ждите его скоро в своем доме. Если все-таки он чувствует, что нет, столько лет, допустим, прошло, либо она мне не простит, я ее знаю, вот он будет переживать, страдать, но никому не скажет. Никому не скажет. И еще одна какая-то дорога в его голове есть. Еще куда-то очень сильно хочет поехать. Тоже почему-то не говорит никому. О чем ты радуешься? Есть радость. Любовь в голове или в жизни? Туз жезлов. По башне в голове больше. Потому что жизнь, она такая непредсказуемая сейчас. И по 3 жезлов тоже как открытые дороги. Новые дороги, новая любовь. Хочу новую любовь. Чему ты радуешься, да, вот такой вопрос ему. Он говорит, у меня в доме плохо. У меня в жизни плохо по рушащейся башне. Я хочу страсть, я хочу любовь. Вот эти мысли меня радуют, что скоро откроются дороги по 3 жезлов, и у меня так будет. А на сегодняшний день у тебя нет этого, да? Нет, подвешенная ситуация. Это подвешенный такой вот
который хочет спрыгнуть с этой ситуации. Но у него нет этого, да. Что у тебя в доме, там, где ты ночуешь? Звездочка, пути, он что, далеко от дома? Дьявол дома. Паш мечей, нервы, скандалы и слезы. Тройка мечей, разбитое сердце. Он либо не дома и очень скучает по дому, либо он дома, как не дома. И очень скучает по тому времени, когда он действительно приходил и чувствовал запахи. Запахи домашнего уюта. Вот так вот здесь идет. Но дома, если он дома реально там ругается с кем-то, он как с разбитой душой, не нравится ему, холодно, хочется действительно куда-то съехать. По дьяволу, да, там может быть и опять же какой-то приворот или еще что-то типа этого. Поэтому и бесится человек иногда, когда подделывают. Что у тебя с другой женщиной, если она есть? Смотрите, как всегда, да, если вы точно знаете, что никого у него нет, ну, либо сомневаетесь, пропустите этот вопрос. Если знаете, что такие есть, давайте смотреть. Император, король, король, и девятка пентаклей. У него нет никого. Ну, вот так он хочет сказать. У меня есть друг, у меня есть еще один друг, я с ними постоянно провожу время, ну как постоянно, может на связи постоянно, но все равно он, как император, хочет побыть один. Может быть, у него есть просто подчиненные, с которыми он делает какую-то работу, может наоборот, он как знающий человек и просто работает в системе какой-то, да. Но тут деньги, деньги и разговоры, и да, если есть друзья, куда-то сходят, где-то посидят. Может, даже в дом приходят периодически, если открыта дверь. Но он говорит, нет у меня никого. Вот это вот не женщина, это девятка пентаклей. А девятка пентаклей — это просто работа, деньги. Если она есть действительно, она просит вечно деньги. Так сказал император. Она просто хочет деньги. Я ей не нужен, и она мне не нужна. Мне легче с мужчинами поговорить, обсудить и пойти выспаться и дальше идти. Твои планы на будущее. Верховная жрица, я не знаю. Я не знаю, что мне делать, говорит мужчина. Я прошу у высших сил. Видите, Верховная жрица, Иерофант. Я прошу у высших сил, они мне подскажут. У меня будет в жизни солнце, у меня будут новые пути, я все-таки поеду куда хочу. И мне надо решить какой-то вопрос, чтобы действительно выйти и найти свои ключи. Ну, ключи от каких-то интересных моментов, это я образно говорю. Двойка пентаклей, принятие решения, он должен принять какое-то решение. Тогда у него многое что откроется. Ему уже Иерофант подсказывает, но он пока что не знает, что делать. Дальнейшие дороги, они как будто бы вот есть, но он их закрывает. Почему ты их закрываешь? Потому что Паш, рыцарь, да, и высшие силы. Ну, тут Паш и рыцарь, и высшие силы. Это я делаю, я стремлюсь, но я как будто бы на месте топчусь. А вдруг что-то не так? А вдруг, в общем, он чего-то боится. Как по картам, да, я справлюсь, я заработаю. Но чего-то он боится. Мне высшие силы сами меня подтолкнут. Вот будет день, и все будет нормально. А пока так. Такой, знаете, человек, который живет сегодняшним, в принципе, днем, но и иногда бывает на поводу у каких-то людей. Кто-то ему что-то скажет, подскажет, и он начинает верить, а потом разуверяется и опять начинает нервничать. Да, такое тоже бывает. Ну, как-то так. Есть у тебя желание, мужчина, встретить девушку, которая сейчас смотрит? На сегодня. Угу. Семерка кубков, да. Это стопроцентный ответ «да». Семерка кубков – это желание. Это загадывание желаний, это мечты.
Да, у меня, говорит, есть. Именно сегодня хотел бы очень ее встретить, увидеть, посмотреть, как у нее там. Ты хочешь, чтобы она первая пришла к тебе навстречу? Паж Пентаклей. Ха, он и хочет, и не знает. Он хочет, чтобы вы пришли, но он боится правосудия. А с чем она придет? С чем она придет? А что она будет говорить? А как я ее встречу? А у меня нет подарка. А я не знаю, куда пригласить. У него есть вот такое вот. Вот именно на сегодняшний день он хочет, но вдруг она будет вот такая вот, а я никто. И она увидит меня и сразу отвернется и уйдет навсегда. Он боится встречи, потому что чаша весов может не сработать. Ну, что не все вот нормально, да, между вами, а вот что-то перевесит, и все, и вы отвернетесь, и уже точно, как по его мнению, навсегда уйдете. Хотя многие из вас такие сделали уже, да. А кто-то все-таки хочет еще быть с ним, так ведь? Давайте посмотрим, что карты скажут, да? Если вы хотите быть с ним, что карты вам скажут? Победа. Будет победа. Победа в отношениях. Вы очень такая очень интересная натура, которая, кстати, умеет держать многое в руках. Вы его знаете, вы его чувствуете, но не всегда открываете это все. И если вы действительно поймете его изъян, это будет вашей изюминкой, вашей зацепкой, как сделать отношения счастливее. Но вы это знаете, вы просто, может быть, не хотите участвовать, брать, может быть, вы хотите немножко что-то другое. Ну, пересмотрите, потому что к вам идет победа в отношениях. Вы королева мечей, которая многое знает, многое умеет, но не каждый раз что-то берет. Туз Пентаклей — это ваша стабильность на будущее и хороший доход. И жизнь ваша очень длинная и интересная. Он всегда будет вас беречь, этот человек. Потому что если он прошел испытательный срок, как говорится, да, он вернется в вашу жизнь человеком, который больше вас не отпустит. Если все-таки он будет что-то там командовать или опять на каких-то неправильных посылах жить, то здесь ему тогда в одиночестве быть всегда. Это отшельник. На вопрос 100% карта ответила. Тогда это ему в отшельниках жить, потому что он реально нужен только для того, чтобы его использовали. Для других людей он всегда будет плакать. Как в душе плакать. А вы, если вот он все-таки не поменяет себя и начнет опять что-то плохое делать, что у вас впереди? Повешенный, временно. Двойка мечей — это выход. Двойка мечей после повешенного — это 100% принятое решение разрубить что-то, разрезать. И как бы двойка — это второй выход. Из пустоты, карта говорит. Из тяжести. Ух, ничего себе, карт сколько. А вы не хотите, потому что, да? Но высшие силы вам пришлют новую счастливую жизнь. Просто вы, наверное, не хотите, поэтому столько карт вышло. Вы не хотите его потерять. Вы его любите. Вы можете быть счастливым человеком с ним. Но в крайнем случае, если реально вы хотите выйти из пустоты, потому что с ним пусто, хотите выйти из вечно подвешенных ситуаций, потому что то нормально, то нет, хотите, если выйти от груза уйти, да, вот то, что он вот все-таки грузит вас, а не делает счастливой, и не тащит на себе хоть чуть-чуть чего-то, а вы все тащите, то высшие силы, высший суд выходит, 20-й аркан, для вас откроет новый путь, и вы поменяете в себе многое с помощью вот каких-то посланий, каких-то пониманий и какого-то человека. Вы будете счастливы в любви по-любому. Ого, ничего себе, карты ответили. Так, а если вы не хотите, действительно не хотите быть с ним, он там в отшельниках, в таких, вы, как у вас, что у вас?
Шестерка кубков. Королева кубков. Новый уровень перемен. Больших 13-й аркан перемен. Шестерка кубков. Выкидывайте старые обиды. И вы не маленький ребенок, которому нужен вечный какой-то там сильный мужчина. Сильный мужчина придет к вам, но только тогда, когда вы перестанете об этом думать. Этот мужчина где-то рядом. Этот мужчина где-то рядом. Он может казаться вам, он может быть другим по виду, да, которого вы себе представляете. Но когда вы сблизитесь с этим человеком, вы не захотите его отпускать. Вот здесь так карты говорят. Отпускай все. Ты принимаешь любовь. У тебя жизнь меняется. Да, все будет по-другому, с нуля, может быть какие-то продолжения, но пойми, что и ты уже обнулившаяся, и ты уже новый человек для нового мужчины. Ты уже тоже не будешь такой. Поэтому вы сойдетесь с человеком, с новым, который действительно будет воспринимать тебя такой, какая ты есть, и никогда тебя не отпустит никуда. Ну, в смысле, из своей жизни. А вообще, будут ли нормальные отношения, или он будет ревновать? Семерка кубков? Нет, будут нормальные отношения. То, о чем мечталось. Действительно. Нет, это кубковая масть. То, о чем мечталось, нормальные отношения будут. Туз мечей, он будет защищать тебя, беспокоиться о тебе. В его руках будет многое в твоей жизни. Четверка жезлов — дом в счастье, дом в нормальных каких-то таких стабилизациях ваш дом будет. Кстати, может быть, пригласит вас к себе, где он живет. Может быть, купите вместе что-то новенькое даже для себя. Может быть, обустроите то, что уже есть. Но в вашу жизнь идут хорошие перемены. Очень хорошие. Вы человек счастья и благополучия. Да будет так. Правильно? Правильно. Что у нас тут? Ну, а четверка кубков здесь тоже говорит, у тебя уже дается многое. Так что поднимай голову выше, да, и смотри вперед и вокруг себя. Кто-то очень хочет вас видеть. Вот какой-то человек уже очень хочет вас видеть. Если что, в раскладах будет, обязательно карты скажут. Но кто-то хочет вас видеть уже. Все на сегодня. Счастье громадное, преогромадное. Пусть у вас все получается, пусть у вас жизнь будет супер, да, вот. Ну и здоровья крепкого. Все, оставайтесь со мной на связи, подписывайтесь на канал на YouTube и ставьте колокольчик, там жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Вот. А в следующем видео будем разбирать вопросы по судьбе, там какие-то, может быть, ваши будут. Посмотрим, да, какая энергия будет, что будет присутствовать, все разберем. Еще раз всего хорошего, на связи, еще раз говорю, да, и увидимся, услышимся. Все.